Мої вам вітання. Я Світлана, і ви знову потрапили в мій садок під Київ на прогулянку, яку я вам обіцяла вже в новому сезоні. Порозглядаємо мої рослини, розповім, що і як, відповім на вопроси. Вот, кстати, у меня шпаргалочка маленькая. Расскажу, покажу, как сейчас обстоят дела в саду. А вот это в руках у меня, сейчас расскажу, что это такое. Прикупила на распродаже. Кто знает, тот знает. Идемте прогуляемся. Ну, начну свою прогулку вот с этого шарика белого. Как вы догадались, это декоративные луки. В моем саду вы их еще не видели, потому что их просто еще не было. Декоративные луки я не рассматривала как растения для своего сада, но перед самым Новым годом все там спешат, стол накрывают, что-то делают. А Света решила позаглядывать по сайтам. Вдруг будут распродажи еще, какие-то растения обязательно нам нужны. Ну, многие, наверное, такие, как я. И, в общем, на одном из сайтов, какой говорить не буду, потому что это не реклама. Просто я увидела, что 90% распродажи. Это было 29 декабря. Ну, как же устоять, когда вот такие огромные луки, там у меня 6 или 7 луковиц двух сортов я купила, белые и такие пурпурные. Не пурпурные, а чуть-чуть с фиолетовым. Ну, посмотрим уже летом. И почему же он сегодня у меня в руках? Я перед съемками вышла, решила пройтись, посмотреть, где же будет более эффектно высадить группами. Два сорта, тут будут белые, тут такие фиолетовые с оттенком, с таким. Это высокие растения на такой ножке, шары. Вы видели часто в интернете, у многих они есть, у меня не было. Поэтому почему я спокусилась на такую рослинку? Ходила, смотрела и вспомнила, что я вам обещала рассказать, какие же еще два сорта пионов я высадила. Тоже на распродаже вообще за такую символическую цену. Один 150 гривен, а другой 200. Для пионов, вы знаете, это не цена. Скидка была 80-90% на растения. Поэтому заглядывайте перед Новым годом в первые числа. После Нового года там такие скидки на сайтах есть. Посадила пионы я прямо вот тут вот между моих гортензий полярный медведь, которые тут вырастут. Так, зайти туда я никак не смогу. Впереди тюльпаны тут у меня растут. И между ними пионы. Один пион был посажен в начале декабря. Это пион Magical Mystery Tour. Я купила еще сорт Alan Rogers. Вы спрашивали, какие сорта купила. Я решила, что в моем саду как бы мало одного фестива максима. Он красивый, я вам его показывала. Я его рассадила на 3 или на 4 уже деленки. Но захотела что-то другого. Я вообще себе другой пион присмотрела. Династия мне очень понравился, но его по скидкам уже не было. Придется покупать за полную цену. Наверное, уже весной буду искать или когда, подумаю. А пока купила Alan Rogers. Тоже неплохой сорт. Полный махровый, такой бомбовидный. Цветочки небольшие, но такие белые, чуть-чуть с перламутровым свечением. С розовинкой, с кремоватой. Какого качества был саженец, скажем так себе. 4 почки у него было, но маленьких цветочных среди них я не заметила. Поэтому в этом году он, наверное, будет просто нарастать, будет листва, а побегов не будет, надеюсь. На следующий год я вас порадую красивыми цветами Alan Роджерса.
Вот тут он растет, прямо вот тут у меня. И рядышком, это значит Mystery Tour, Алан Роджерс. Посажены они все через 80 сантиметров. Ну, чтобы кусты разрастутся. 2 и то гибрида и травянистый пион. А тут у меня тоже по распродаже купленный саженец, корень пиона Old Rose Dandy. У кого есть, это полумахровый, 2 или 3 ряда у него лепестков, и такой пион хамелеон. Цветок чем-то напоминает морозники. Такой анимоновидный, но у него красивая очень окраска, расцветка, красивые стаминодии. Ну, в общем, за пионы я вас заговорила. По распродаже я еще купила лилии. У нас сейчас 0 градусов, и я вот ходила, земля немного копается, поэтому сейчас видео вам сниму, похожу еще, посмотрю, где я могу свои лилии пристроить, свои луки пристроить, нарциссы, и еще купила мускари, посадила в горшки уже, будут украшать крыльцо. Ну, сейчас идемте поотвечаю еще на какие-то ваши вопросы и по саду просто погуляем. Вот с этого ракурса, где я стояла, там я вам покажу ближе, присыпала золой, засыпала торфом, у меня там куча еще недоразнесена, и посадила свои пионы. Поставила палочки, чтобы было видно, где они и что они. Сажать пионы сейчас можно. Земля, если копается, но я сажала, честно говоря, был -1. Верхний слой земли был замерзший. Так, магнолия наша укрытая. А внизу копалась. Я выкопала яму, туда засыпала торф. У меня в теплице насыпан торф. Вот смотрите, что я увидела. Ну, норы. Не знаю, это или кроты, или мыши. Если кроты, они, по идее, должны большие норы нарыть. Так, неприятная новость. То ли закрыть чем-то, не знаю. Сейчас подумаю, что буду делать. Так вот, земля у меня в теплице была. Я принесла, закопала, обязательно полила. Даже несмотря, что сырая земля, снег тает, где был, все равно обязательно надо полить. Чем сейчас я еще занимаюсь в саду? Я начала обрезку гортензий, я вам говорила. Я вообще обычно это дело откладываю на весну, но посчитала, что у меня более 50 кустов, и я просто не успею. И штамбовые свои гортензии обрезаю. Это Skyfall. И вот эту фантом на газоне. Тоже деревце такое оформила. Красивое. Мы с вами вместе формировали. Я вам рассказывала, как сформировать штамп из гортензии. Еще вопрос такой был. Как вы относитесь к хвойным? Я когда рассказывала про вот эту главку-глобозу, деформис свой, у меня был вопрос на прививке, это глаука-глобоза или черенкованная. У меня просто черенок. Поэтому была она относительно дорогая, потому что из черенка такого размера, пока она нарастет, купила я ее уже такой подрощенной. Отвечая на вопрос, почему я не люблю растения на штамбе. У меня единственная хвойная на штамбе, вот эта лиственница, и то я ее стала поднимать, видите, в форме плакучего дерева на арку. Красивая задумка получилась. Больше в моем саду на штамбе нету растений хвойных. Вот эта туя глобоза, она на своих ногах тоже. Такой вариант мне нравится. Свое дерево,
И у него форма формируется крона шаром. Так вот, почему же в моем саду нету хвойных, привитых на штамп? Объясню. Мне в саду нравится гармония. Гармония – это когда растения повторяются, я вам рассказывала, посаженные с каким-то определенным шагом, в симметрии в определенной, чтобы глаз, когда гуляю по саду, отдыхал. Именно поэтому я высадила еще одну тую пирамидалис. Вот тут вот, сейчас приближу. Это точно такая же туя, как вот эти три мои. С определенным расстоянием, ровно, повторяется. Высажены одинаковые можжевельники, Gold Coast. Логическая точка с двух сторон от этого прохода Тамарис цифолия, можжевельники с одной стороны и с другой. Хвойные растения на штамбе, на мой взгляд, я не хочу никого переубеждать, создают в саду хаос. Почему? Потому что покупаются всевозможные сорта хвойных красивых на штамбе. По одной, максимум по два экземпляра. И сажаются, где было место. Из-за чего вот и придуманы растения на штамбе, чтобы сэкономить место в саду. Так же, как и штамбовые розы экономят место, и гортензии штамбовые. Против гортензий штамбовых ничего я не имею против. Вот у меня гортензия. А хвойные, на мой взгляд, должны выглядеть природно. И всевозможные грибочки, шарики на ножках, чупа-чупсы. Часто вы видели такие сады, посажено. Все, что в питомнике увидели и понравится. Это не мой стиль сада, не мой вкус. Мне кажется, даже если очень маленький сад, можно выбрать карликовые хвойные и посадить их по несколько штук красиво. И будет гармонично. Вот я ответила вам на этот вопрос, как я отношусь к штамбовым хвойным. Отрицательно я отношусь и надеюсь, в моем саду их не будет. Ну, даже уверенно могу сказать. Мой сад уже почти закончен. В формировке, в посадке остались небольшие места там для пионов. Может быть, еще несколько роз. И все. Еще у меня есть в планах, конечно, хочу одну пихту купить испанскую. Мне не нравится, но не могу пока подобрать нужный размер, нужную цену и нужный сорт. Вот это единственное, что может быть добавится в моем саду. Ну, лилии, тюльпаны, нарциссы луковичные не считаются. Сейчас расскажу интересный факт. Знаете, про что? Недавно прочитала статью такую «Самое дорогое хобби». Так вот, оказывается, самое дорогое хобби – это не антиквариат, не коллекционирование каких-то машин дорогущих, а, как ни странно, садоводство. Потому что в землю закапываются неимоверные суммы денег. И некоторые растения портятся, некоторые стареют, и поэтому это бесконечная история. Не могу не согласиться. Мы вот с Вадимом Петровичем сели, подумали, что если бы не сажала я сад, возможно, мы бы уже и достроили свой дом. Но я выбрала другой вариант. Строительство дома будет идти параллельно с ростом сада. Почему? Потому что, видите, как непредвиденные такие обстоятельства, которые случились, и они полностью нам остановили всю нашу стройку. А сад растет и радует. Ходила, гуляла с вами, сад показывала. Вот по этому круглому газону. И сразу хочу сделать такую маленькую ремарку. Если вы сейчас планируете газон,
чтобы сад был хоть немного малоуходным. У меня сад не малоуходный, сейчас расскажу почему. Но немножко уменьшает количество работ в саду. Делайте газоны правильной формы. Хочу сказать, что вот этот довольно большой, тут чуть больше сотки размер газона, я кошу быстрее, чем вот этот маленький кусочек возле дома. А все почему? Потому что посажены на газоне растения, которые я убирать, конечно же, не планирую. Мне они тут нравятся. Но тут было бы логичней не газон сеять, а все замульчировать. И было бы и аккуратно, и красиво. Но мне нравятся и газон, и мои растения. Поэтому его косить намного дольше и проблематичней. А почему же сад мой немалоуходный? Потому что если у вас в саду есть какие-то цветущие кустарники, даже гортензии, рододендроны, розы особенно, им требуется уход, обработки, полив, подкормки. Розам так особенно. И это накладывает свою большую часть работы по саду. Я пошла на это сознательно. Почему? Потому что сад без цветов для меня просто неприемлем. Почему? Потому что я считаю, что должны цветы украшать сад. Есть, конечно, любители чисто хвойных посадок. Только хвойные, когда растут. Если вы пойдете по этому пути, то имейте в виду, что сад, когда статичный, а хвойные именно статичны. Они единственное немного увеличиваются в размерах, но при ветре, вот смотрите, пирамидалис, она совсем немного колышется. А лиственные и цветы при порывах ветра более красиво, да, колышется, и тычинки у лилий, и листочки, лепесточки у роз, у гортензий, ветви у гортензий колышутся на ветру красиво. И это создает настроение в саду. Сад живой, красивый. Ну, если вы решите и хвойные, и лиственные, декоративные, цветущие, как я, то тут надо или быть готовыми, конечно, самим работать в саду, или нанимать садовников. Смотрела один красивый сад и всегда поражалась, как такая огромная территория у хозяйки сада, о которой она рассказывает, всегда в таком идеальном порядке. Сад большой, красивый, ухоженный, растения все дорогие, красивые. В общем, все показательно. И немного я расстраивалась, когда смотрела, потому что я ничего не успеваю сделать идеально. Знаете, такой перфекционизм небольшой. И когда-то одно видео просматривала. Раньше она этого не показывала в кадре. На заднем плане 5 веселых, красивых хлопцев работали с тяпками, с лопатами. В общем, использовали рабочих для облагораживания, для ухода. Она работала не сама, то есть хозяйка сада, не садовод. Поэтому, если вы тоже расстраиваетесь, когда смотрите прямо идеально показательные сады, знайте, что это не заслуга хозяев. Ну, заслуга в определенной мере. Они заработали на помощников, и они им помогают, и сад красивый. Но если вы работаете сами, то какие-то недоделки, неполадки в саду могут быть. И в этом ничего такого прямо плохого нету. Сад живет своей жизнью, опадает листва, надо что-то пересадить, прорыхлить, бурьяны убрать. И поэтому так и должно быть. Я вот сейчас смотрю, мне кажется, кривая это туя.
Хотя, когда стригла, я ставила себе направляющие. Так, по работам в саду хожу, смотрю, мне уже что-то прямо хочется сделать. Сейчас покажу, сколько гортензий я там уже подстригла. Я начала вот тут и от калитки. Несколько штук уже подстригла. И там возле дома. От калитки вот эту Фрейс Мельба. Видите? Кстати, видео, как обрезать гортензии весной, ну или осенью. Правильная обрезка гортензии. У меня есть видео прошлого сезона весны. Удачное видео получилось. Все там ясно и понятно. Именно по структуре обрезки. Я оставлю ссылку, посмотрите. Прям полезно будет. Тут я, смотрите, формирую их, как я вам рассказывала, куст. И вот у меня новый штамп выведен. А вот это гортензия, опять же, уже обрезана нижняя ее часть. Это формировка в 2 уровня. И вот эти стволы. Тут я еще не обрезала крону. Сильно она загущена, конечно. А вот какой толщины уже стволы. Стволы прямо совсем плотно, а вот тут сошлись. Я через вот такую кору стараюсь, чтобы они не терлись. Наверное, выпало. Сейчас положу. Потому что стволы трутся, появляются такие зачесы стволов. Надо будет вернуться, не забыть. И портится сам ствол. Они, наверное, не срастутся, как, допустим, у ивы, у моей, срослись стволы, получился один толстый. Поэтому я их немножко развожу во всех таких гортензиях, которые формируются двумя высотами. Вот это Limelight. Так выглядит, тоже заросший. Хвойными ветками закрыто. Это, кстати, Жанна Моро тут. 4 куста. И 5 кустов еще возле дома на клумбе. Роза, которая вам понравилась. И мне она нравится. Так, что у нас тут еще? Я, честно говоря, сейчас стала, конечно, реже на улицу выходить, только по мере необходимости. С этой стороны не подстрижено. Ванила Фрейс. 2 симметрично посаженных кустика. А с этой стороны подстригла. Сейчас покажу. И это опять же про гармонию в саду. Симметричные посадки. С 2 сторон от дорожки посажены гортензии. Вот это подстрижена гортензия уже. Формируется форма чаши, если просто говорить. А вот это гортензия Silver Dollar. Такая. Один ствол я оставила, вот этот выбился. Вот у меня инверса, она тоже, кстати, не привитая ни на штамбе, хотя видела инверсы и на штамб делают, то есть поднимают над землей на метр, на 2, на 1,5. Ну, штамбы какие разные бывают. И вот эти ветви плакучие тогда спускаются красиво. Я тут единственное, что сделала, подняла макушку, я вам рассказывала. Закрепляется толстая ветка. Вот она у меня идет, которая не гнется. И к ней подняла одну ветку. Аналогично, как я делала с лиственницей. Направила одну ветвь вот с этой стороны. Лучше видно. Вот она изогнутая немножко. И пошла вверх. И стали уже, видите, спускаться такими красивыми плакучими веточками. Такие большие уже, как много у них тут
цветочек на следующий год будет. Вот такая моя елочка плакучая. За плакучие растения я рассматривала, хотела голубую The Blues еще посадить. А потом посмотрела, поискала. Она такая узкоколоновидная, и верхушка у нее немного заваливается. И что-то мне такое печальное плакучее растение не очень понравилось. Пока, во всяком случае, The Blues я сажать не буду. Так, сейчас посмотрю вопросики, что я вам еще хотела рассказать на сегодняшней прогулке. Ну что, посмотрела я свои шпаргалки, и знаете, что увидела, что то, что я запланировала, я вам рассказала. Это Teddy Bear. Кипарисовик растет возле дома. Там 3 веточки. Спрашивали когда-то. 3 веточки, да, растет. Немножко я его окучила, так прикопала. Вот такой он уже большой. Немножко подрос. Вот так сейчас выглядит по цвету. Вот это хвоинки, видимо, на мороз так прореагировали. Немножко окраску поменяли. Он очень красив весной. Форма папоротника у веточек. Ну что, поэтому на сегодня, я думаю, моя прогулка уже будет заканчиваться. В следующий раз я запланировала, расскажу вам про свои ели канадские коники. В прошлом сезоне, в мае, что-то так мне захотелось еще коник несколько посадить. Расскажу и покажу вам, как они выглядят сейчас. И весной, какие красивые. Может быть, кто-то решит и себе такие посадить. Мало кто, кстати, в прошлом видео обратил внимание, что я ошиблась и назвала количество понедельников неправильно. Немножко поспешила. Конечно же, 6 понедельников еще до весны. Всего хорошего. Встретимся совсем скоро. До встречи!